Кулеш. Сегодня мы с вами будем готовить именно это замечательное блюдо украинской кухни. Блюдо очень простое, просто элементарное и в то же время очень-очень вкусное. Кулеш берет свое начало еще со времен Запорожской сечи. Это было основное блюдо походное запорожских казаков. Они его готовили во всех своих военных походах. Именно поэтому второе название этого блюда – полевая каша. Кулеш — это по сути универсальное блюдо, которое сочетает в себе и первое, и второе блюдо. То есть это так называемый еще суп-каша. По консистенции правильный кулеш — это нечто среднее между густым супом и жидкой кашей, скажем так. Вообще у запорожских казаков кулеш был универсальным блюдом, своеобразным такой кашей из топора. То удалось там, допустим, сегодня подстрелить какую-то дичь, птицу или какое-то мясо раздобыть. Это добавлялось, конечно же, в кулеш. Кулеш был более наваристый, более вкусный. Не было мяса, могли добавить рыбу. Не было рыбы, добавляли грибы. Ну а если не было грибов, тогда в кулеш добавляли основные его ингредиенты. Это пшено и зажарка на основе сала и лука. Вы могли добавить немножко картофеля, немножко кореньев, той же морковки или корня петрушки и зелень. Вот это и был кулеш. Я кулеш готовлю давно. Это любимое блюдо моих друзей. Вот, готовим мы его всегда прежде всего, конечно, на 9 мая традиционно. Если ездим в какие-то походы, путешествия с палатками, на рыбалку, то есть везде готовлю я кулеш. Особенно он хорош, если мы, допустим, где-то хорошо отдыхаем несколько дней, на второй день утра горячий кулешик на похмелье под рюмочку холодной водочки — это самое то, что надо. Вот. Поэтому сегодня мы с вами приготовим это простое, как я уже сказал, элементарное приготовление блюда. Получится приготовить его у любого человека, который даже далек к кулинарии. Значит, для приготовления кулеша нам понадобится промытое пшено, примерно 500-600 грамм, только же примерно картофеля, то есть 600-700 грамм примерно. Потом 2 банки тушенки, желательно говяжьей, 100 грамм сала, пару средних луковиц, пучок петрушки, пучок укропа. Ну и, конечно же, вода и соль. Готовить кулеш мы сегодня будем с вами в котелке, на костре, потому что такой кулеш он гораздо вкуснее, чем приготовленный на печке. Итак, нальем в котелок примерно 4,5-5 литров воды, ставим на огонь и доводим до кипения. Воду нужно посолить, то есть добавляем примерно, я солю всегда на глаз, на такой объем примерно 2-3 столовых ложки соли. Все, вода наша закипела. Теперь добавляем в кипящую воду нарезанный кубиками картофель. Картофель варим примерно минут 10-15 до полуготовности. Традиционно, конечно, кулеш начинали приготовление с зажарки, потому что готовили все в котелке, с собой не брали никаких сковородок. Поэтому сначала в пустом котелке топили сало, добавляли туда лук, делали зажарку, а потом уже, когда лук подрумянился, зазолотился, добавляли воду, доводили до кипения, уже потом картошку, пшено и так далее. Я же делаю зажарку отдельно, ввиду того, что у меня там есть друзья, которые не любят жареный лук, дети в нашей компании есть, которые тоже не едят сало, жареное и лук. Поэтому так повелось, что я начал делать зажарку отдельно. Но тем не менее, кулеш от этого хуже не становится. То есть потом, когда кулеш готов, кто не любит, я накладываю без зажарки. А потом уже добавляю зажарку в казан и уже разливаю всем как положено, в классическом варианте. Конечно, зажарка — это изюминка, я считаю, кулеша. Именно она дает такой своеобразный, свойственный ему вкус. Без зажарки все равно немножко не то получается. Вот прошло 15 минут, картошка наша уже почти готова. Теперь засыпаем в котелок пшено.
Значит, сало вытапливаем шкварки, потом добавляем резанный лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Так, добавляем нашу зажарку, перемешиваем. Конечно, весь жир можете не выливать, чтобы кулеш не получился сильно жирный. Теперь добавим зелень. Накрываем котелок крышкой, снимаем с огня. И оставляем примерно на 15-20 минут, чтобы кулеш настоялся. Это очень важно, чтобы все ингредиенты, в том числе зажарка, подружились с нашим блюдом. Все, наслаждаемся, приятного аппетита!
И напоследок еще пару слов хочу рассказать вам интересную историю, как я варил кулеш в Болгарии. Поехали мы с семьей на отдых, сняли апартаменты, была у нас там хорошая терраса с мангалом, все. И вот я решил приготовить кулеш, но пошел в магазин за ингредиентами. Конечно, трудно и не сразу мне удалось найти пшено, но тем не менее повезло, в одном из супермаркетов купил я пшено, вот, видите, в Болгарии так и называется проса. Кстати, производство Украины, я посмотрел, на экспорт делается. Второй ингредиент сало. С салом было еще сложнее. Пройдя не один супермаркет, я нашел вот такое вот испанское сало. Видите, солонина иберика из черных свиней, породы свиней, из которых делается знаменитый хамон. Очень интересное сало, скажу я вам. Не похоже оно вообще на украинское, конечно, даже близко. Но такое имеет, тем не менее, интересный своеобразный вкус. Чем-то похоже на хамон. Но для зажарки подошло вообще на отлично. Поэтому второй ингредиент тоже как бы разобрались. Ну и третий ингредиент — это тушенка. Тушенкой тоже, в принципе, было непросто, но я ее нашел в вот таких вот небольших баночках. Как видим, я взял одну банку говяжьей, одну банку свиной тушенки. Ну, как ни странно, тушенка, вы знаете, меня не разочаровала. Да, она уступает, конечно, нашей тушенке. Но, тем не менее, мясо там четко прослеживалось. На вкус она достаточно вкусная. То есть не так, что там бывает, открываешь полбанки какой-нибудь воды или еще чего-нибудь. Нормально, отлично. И кулешик в итоге получился даже на чужбине очень вкусный и отличный. Так что такие дела. Я думаю, видео было интересно и полезно для вас. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.